Дорогие друзья, создание этого видео нам далось нелегко. Первый раз мы пришли сюда год назад, в феврале 2024 года. Потом еще и еще раз. Не для того, чтобы снимать и рассказывать, а для того, чтобы в полной мере прочувствовать и суметь передать нашим зрителям эту боль сердца, эту душевную боль, которая снова обострилась 7 октября 2023 года и продолжает раздирать изнутри каждого израильтянина, патриота своей страны. И это не просто слова. В Иерусалиме есть холм, одна из самых высоких точек города, избранный в 1948 году, чтобы служить местом национальной памяти еврейского народа и государства. Здесь покоятся те, кто погиб в борьбе за право будущих поколений свободно и мирно жить на древней земле Израиля. В 1949 году сюда перенесли останки идейного вдохновителя и провидца еврейского государства Теодора Герцля. Здесь покоятся национальные лидеры страны. Здесь, в мемориалах и памятниках, не забыта ни одна фамилия, ни одна трагедия из современной истории Израиля. Это место памяти коллективной и памяти каждого в отдельности, обо всех вместе и о каждом частности. Здесь собраны воедино скорбные события истории возрождения еврейского государства. С одной стороны горы Герцля мемориал Яд Вашем. Мы обязаны помнить о массовом уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. Яд Вашем – хранилище памяти выживших в катастрофе европейского еврейства, хранилище имен, уничтоженных в ней. С другой стороны горы Герцля – военное кладбище, цена, которую платит еврейский народ за независимость и право жить на земле предков.
2017 году, в 50-летнюю годовщину победы в шестидневной войне, на горе памяти был открыт еще один мемориал. Со стороны дороги его почти не видно. Спираль 18-метрового сооружения углубляется в землю. В день открытия мемориала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: «Я знаю, что многие родители павших солдат спрашивают себя, кто будет помнить нашего сына после того, как мы умрем. Открывая этот новый зал, мы обещаем, что память о наших погибших сыновьях и дочерях останется в сердце нашей нации для будущих поколений». Горит пламя вечного огня. Неугасимое пламя, как символ памяти о погибших, как факел, передающий эстафету памяти в поколения. На стене текст из книги пророка Иеремии. Ведь каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем. На входе мезуза, положенная каждому еврейскому дому. Художники сделали для этого места роскошные мезузы. Но ни одна не подошла ко входу в этот мемориал. Это простая мезуза с историей. После шестидневной войны и объединения Иерусалима в 1967 году ее установили в числе других на одни из ворот старого города. Мезузу нашли в военном раввинате и к 50-летию объединения Иерусалима установили на входе в зал памяти. Автор этой видеопроекции – известный израильский деятель искусств с мировым именем Михаль Ровнер. Кто был в Яд Вашем, помнит ее работу, жизнь которой больше нет. Эти солдаты все время уходят. Они уходят, и их невозможно остановить. Их последних следов не осталось на этой земле. Но горы, холмы, небо, на которое они смотрели тогда, мы видим и сейчас. Они безвременно ушли и не вернутся никогда. Мы живы. Остановитесь, глядя им вслед. Помните о них. Каждый день утром военный кантор читает в этом зале Кадиш, поминальную молитву. Перед Днем независимости Израиля военнослужащие армии обороны Израиля зачитывают в зале памяти имена всех погибших. На всех военных кладбищах страны в преддверии Дня памяти на могилах павших воинов устанавливают флаги Израиля с траурными лентами, а семьи павших получают в этот день специальное послание, подписанное руководителями как свидетельство памяти, сочувствия и благодарности. День открытия зала памяти в апреле 2017 года на кирпичиках стены, идущей спиралью вверх, были выбиты 23 544 имени погибших защитников земли Израиля. Сегодня их число перешло 25-тысячный рубеж. Здесь все равны, солдаты и офицеры. Здесь только имена и даты. День гибели каждого, рядом с именем зажигается поминальная свеча. За каждым именем отдельный человек. В архивах есть история каждого, и эта информация доступна в компьютерной базе для всех. Стены идут по спирали с бесконечными рядами имен погибших. Год за годом
начиная с настоящего и поднимаясь вверх к прошлому, к имени первого погибшего в 1873 году. В центре зала так называемый светлый колокол. Через отверстие кирпичного кружева вовнутрь проникают солнечные лучи, освещая пространство и имена на стенах. С помощью мониторов без труда можно найти месторасположение нужного имени. Мы хотели почтить память жителя нашего поселка. Шило Гар-Эвен погиб 7 октября 2023 года. Они идут шагами твердыми с равнин, из гор, с пустыни. Они выходят из разбитых самолетов, из горевших танков. Они идут, крепкие и загорелые, наши герои. Сильные, как тигры, и зоркие, как орлы. Глаза, их лица, имена — они поднялись в орден павших. Там ангелы с цветочными гирляндами и угощениями стоят рядами. Они проходят сквозь ангелов ряды. И я смотрю на них, и счастливы они. Это братья мои, это братья мои. Встречают там новоприбывших, и раздаются ликующие крики, и смотрят друг на друга черные, синие, карие глаза, и напоминают друг другу свои имена, места сражений, все вместе, рядовые и командиры. Объятия, рукопожатия. И льется в чашке чай и кофе, и слышно песни и рукоплескания. И встреча длится день и ночь, день и ночь. И небожители смотрят на них с изумлением. Такой встречи не было давно. Но вдруг раздался плач, и голоса знакомые слышны. Они бросают взгляд на дом свой, на отца и мать, на братьев и сестер, любимых и детей. Они стоят, безмолвные и смущенные, и шепчет лишь один: простите нас, но нам пришлось уйти.
Мы выиграли сражение. Теперь мы отдыхаем. И свет небес им озаряет лица. И только Бог один проходит между ними. И со слезами на глазах целует раны их. И слышат ангелы дрожащий голос Бога. Это сыновья мои, это сыновья.